первой части фильма мы вам рассказывали о поездке к ущелью Рамзая, восхождении на пик Марченко и гору Петрелиуса. Во второй части уже международным составом едем к реке Куна, где, преодолев брод, должны выйти на западный маршрут вокруг Хибин. 9-й день пребывания в Хибинах начался с преодолевания брода через озеро Щучье. Предварительно проверив маршрут движения в болотных сапогах, начинаем его прохождение, максимально придерживаясь разведки. Все прошло как по нотам. Теперь очередь Бернара. И тоже все проходит очень прекрасно. Первый брод взят, но это только начало. Начинается следующая серия бродов. А вот здесь Бернар допустил маленькую ошибку. Проходя брод чуть правее, ее исправление нам стоило немалых трудов. Зато мы теперь имеем достаточный опыт вытаскивания Тойоты из болота ручной лебедкой. Через пару часов мы двинулись дальше. Бродов еще было впереди предостаточно, но брались они довольно-таки уверенно. Подъезжаем к броду через реку Куна. Не маленький и даже на вид очень серьезный. Проверяя его в болотных сапогах, выясняется очень сильное течение. Я даже не уверен, что в середине реки устаю и при этом меня не смоет. Мы, конечно, предполагаем, что КАМАЗы, которые мы видели на Щучьем, именно здесь проходили. Но их двое, они знают русло, и клиренс у них явно выше даже, чем у Тойоты. А наш квадрик на порядок все-таки ниже и не имеет при этом еще шнуркеля. В общем, решили не рисковать и уйти на восточный маршрут. То есть на преодоление Умбозерского перевала и выход к Умбозеру. Так выглядит лесная дорога, ведущая на Умбозерский перевал. Закончено на машинах, да? Да. Здесь на реке Леваёк, более широкой Тойоте Бернара, пришлось очень серьезно поводаться вот именно с этим валуном.
же самые обыкновенные дороги Мудузерского перевала. Как это ни странно было для нас, но Бернар на таких вот камушках чувствовал себя прекрасно, как у себя дома в Альпах. Для нас это была пока известная дорога, по предварительно ранее проведенной разведке. Да. Я уже думал, все. Ну вот он сдает назад. Это круто, конечно. Крутой подъем Бернар берет очень хорошо, можно сказать, даже отлично. Очередное препятствие. Мы его берем сравнительно легко, а вот Бернару требуется очень точное исполнение прохождения. Ну, такие булыжнички мы уже поняли давно, для него это просто семечко. Временами я очень завидовал Саше, давно уже поменяв место штурмана на квадрике на правое место штурмана, переводчика, в теплой и сухой кабине Бернара. Но время от времени, как оператору, ему все же приходится его покидать.
Это уже начинается спуск с перевала по руслу реки Северный Каскас-Нью-Йорк. После прохождения водопада мною было предложено сделать остановку на чай, апеллируя к прохождению половины маршрута. На самом деле, мне просто очень захотелось попить чайку, но в теплых и комфортных условиях Toyota Bernard. Отлично. Ну, у тебя чайник солидный. Даже со свистком. Все не надо. Я уже намылился за водой ходить. И тут за ней ходить. А тут на ней не надо. А Бернар ее раз из краника и налил. Заканчивается приятное чаепитие. Да, мы готовимся к дороге. Проходит немного времени, и мы снова в пути. Здесь Бернар уже попросил сделать остановку для фотоэтюдов. И снова под нашими колесами захрустели камни Амбазерского перевала. Опять спускаемся к руслу реки и используем ее в качестве приличной и надежной дороги. Время от времени предпочтения меняются, мы снова едем параллельно реке. Здесь Toyota Bernard была на волоске от падения на бок. Но профессионализм его оказался на должной высоте, и боевой конь снова на колесах. Тогда мы еще не знали, что этот маленький момент с падением на бок был предтечей к основным трудностям на оставшемся участке перевала. Последний легкий участок дороги, пролегающий по реке. Еще немного ровной и твердой дороги. Въезжаем в лес. Дальше нас ждут уже совсем другие испытания. Это мягкий болотистый торфяной грунт вперемешку с огромными камнями, спрятанными в нем.
Здесь, к сожалению, фортуна отвернулась от Бернара. Единственное, в чем нам повезло, это наличие толстых сосен, которых так не хватало на озере Щуте, что сразу с большим оптимизмом было отмечено Бернаром. Но и это препятствие было нами все-таки преодолено собственными силами. Как только мы вылезли из этой топи, нам навстречу выскочили Land Cruiser и Land Rover. Вот они-то нас и обрадовали, в кавычках, конечно, информацией, которой нам даже не хотелось и верить. Самые тяжелые участки маршрута у вас только начинаются, было заявлено ими с легким сарказмом. Привода все включил? Привода все включил? Выскакивая вот на такие участки лесной дороги, каждый раз нам казалось, что все наши трудности позади. На самом деле это всего лишь были маленькие передышки перед очередными препятствиями на нашем пути. Какой у песенки конец? Похоже, друг попал на тот веселый бал, где пляшет сталь, поет свинец. Наши лучшие морям и суши возвращают часы разлуки. Это дерзость, конечно, дерзость, но не чаем души друг в друге. Остало быть, вперед! По колеям. Вот седло. На всех четырех. Так вместе верный друг, вот весло. Пусть, так пусть. Добрый гений от приключений, когда же молодость вперед. В любые времена дуэль всегда одна, или благородство, или порок. Мало наш опыт, но полный довод. Отличаем от честной скачей. Золото свежим, авось отрежем. Грязь от правды и ложь от сказки. Остало быть, вперед! Верный друг, вот седло. В путь, так вместе, верный друг, вот весло. В путь, так путь.
Он рессоры и уперся в пенек. Хватило. Ничего. Волной их берет. Проезжай, проезжай.
Это было последнее место, где пришлось опять от души поработать лебедкой. Причем даже уже вчетвером. Здесь нас догнал велотурист Михаил из Польши. Он и стал четвертой человеческой силой, которая, конечно, была очень кстати. Это именно он и едет на своем велосипеде впереди нас. Перед нами простирался залив Мбозера. Московское время – 1:30. Теперь самое время хотя бы чуть-чуть подсушиться. Я приехал 1:30. Час 30? Nie, Walu. Да, круто. А? Но он до Финляндии самолетом с Польши, так? А от Финляндии сюда на этом аппарате. И сколько километров? Круто. 493 możesz natoczyć. Вау. Сколько? Приглашение Бернара на ужин французской кухни принимается, конечно, на ура. French water. French water. It's my emergency reserve from France, and water also come from France. And when we say santé, that means health, good health. Santé. Santé. And thank you for your help. I've no plate. I have one. Yes, you come with it. Вкусная штука, I can. You knew each other before. No. But in internet, YouTube, especially. Сказал. Сказал, żeby wypić w specjalnym momencie. А, я понял. Да, I точно. когда он rzeknie? Скажет, когда он скажет своему брату, какие to były i z kim, Да, jego brat będzie очень доволен. zadowolony. I am very glad to share this wine with you. Jemu się robić, że może podzielić się Очень рад, что пьет с нами z wami. это вино. Thank you very much. Мы тоже. My brother, not me. Мы тоже очень довольны. You had a lot such moments like I met you with winching. No, it's the On the first way? time of my life I used the winch. But during that road today, it was the first time? No. Of It my was life. fifth time. Of my life, when I travel, Better. I travel since 30 years with this car. It's the first time I use the winch. With my friend in France, when we are training, sometimes I use the. But when traveling, it's You the never. first time. It's But- an information about the difficulty of this region. Yeah, but you used only once? Tylko raz? Użyliście lebiody? Ну, пока ехали 5 раз сегодня. Jak? Ты был 5 раз сегодня. Pięć? Да. Ты был на 5-м разе. Aha, byłem na piątym. На Щучьем Ага. тащили и тут 4 раза 5 тащили. times you used today. Yes, but it is the first time I open the box and to use. 5 times. I know one place when you use it. I saw it.
Да. Если бы ты видел все остальные, ты бы так быстро не доехал. Да? I think that today I know the same difficulties that in all my life. I was doing it like a sport for 5 years with a sport car, off-road car, With with a winch and yes, and I am. It's a different activity. Mm. But today they were the same. it was. It was a rally. Wow. Incredible. La Boga trophy. You made it? No, Ah, very, very difficult. it's very difficult. But there are classes, some classes in proto klasa. No to tam już traktory. Tractors are tractors. How is tractor? В смысле? Трактор есть. Tractor. It's for a tractor like a. Almost like tractor. Like 45 inch wheels. Big ones. У нас Do чем you- круче джип, тем Do дальше you идти за use winch трактором. with this? No, I said La Boga trophy. On this rally. They are monsters. Sometimes. Ну, всё равно, чем круче джип, тем дальше идти за трактором. А, Не хотелось бы The обратно mud, весь этот mud путь. is not so bad like the stones on the road. The stones are more dangerous for car. Kamienie są gorsze. If you go slowly, perhaps in like a competitor, but if you drive slowly, а если нам it's not very dangerous. там что-нибудь придумать, переправку? Yes, but stones can do many damages. Break your. Second service. Международная встреча проходила в теплой дружеской атмосфере. Только в 4 часу формальной ночи мы разошлись по своим палаткам. Таким прекрасным и незабываемым остался в нашей памяти этот 9-й день путешествия, закончившийся далеко за полночь. Десятый день начался с активного поиска брода в дельте реки Майваль-Тайёк. Здесь, к сожалению, мы ничего реального для нас так и не нашли. Приходится возвращаться обратно. Так выглядит первая часть маршрута домой. Изрядно поколесив по лесу, не найдя кроме вот такой избушки ничего похожего на брод, возвращаемся к известному нам броду через реку Тульёк. Решаем так. Вадрик известным обратным маршрутом через перевал, а Бернар попробует все-таки взять брод и возвращаться через Гоб и Кашву. Встреча на базе КСП. Он легко снял. Теперь уже все известные трудности маршрута мы будем преодолевать в одиночку. Вот сейчас нас смыло.
Проехав в итоге против течения около 2 километров, добираемся на сушу. Единственная остановка у нас была вот здесь у водопада, где мы заодно еще и перекусили. Здесь солнце высвободилось из облачного плена, и мы несколько минут были под воздействием какой-то немыслимой эйфории. Но к нашему огорчению это продолжалось не более 15 минут. Снова из-за хребта вылезли прямо на наших глазах низкие облака, и мы снова были погружены в холодный душ, сопровождаемым очень даже нехилым ветерком. Так что долго мы здесь не задержались. А погода здесь меняется очень быстро. Осталось у нас несколько сложных моментов. Время от времени, как вы сами видите, можно наблюдать даже что-то похожее на дорогу. Проезжаем знакомые нам нагромождения камней и многочисленные разливы ручьев. До вершины перевала, что называется, осталось рукой подать. Это уже можно считать середина перевала. Дальше дорога будет постепенно спускаться вниз, но самое главное, она для нас теперь уже не будет представлять никаких трудностей. Еще не так давно это место нам казалось камнем преткновения. Теперь мы его проезжаем, даже не останавливаясь. В завершение к тому, что мы здесь показали, можно добавить только одно. Защита днища была поставлена очень кстати. Особенно это было хорошо видно, сравнивая ее до и после прохождения Умбазерского перевала. То лето заливается от дождя, сверху непонятно.
Это последний брод. Дальше у нас дороги теперь будут ассоциироваться почти с проспектом. Снова встречаемся с нашими коллегами из Франции и Польши. Дорога у них после преодоления брода была простая, а далее вообще асфальт. Так что прошло уже около 2 часов, как они ожидали нашего возврата, отдыхая в гостинице. Попрощавшись, забрали со стоянки свою машину и встали на последнюю уже в этом году ночевку в Хибинах. Таким было утро последнего дня пребывания в Хибинах. Болотные сапоги упакованы и соответствующая экипировка тоже. Да, вот так мы прощаемся с Хибинами. Да, к сожалению, но факт. После того, что мы прошли на Умбазерском перевале, нам очень грустно осознавать, что скоро и эта прекрасная грунтовка сменится на обыкновенный серый асфальт. Последние метры водяной дороги. Когда теперь снова наши колеса почувствуют под собой эту прекрасную и незабываемую землю? Хибинская вода. До свидания, прекрасные и незабываемые Хибины. Открываем или что, конец? Конечно. Это уже маршрут 11-го дня нашего путешествия. Но в Кировске мы все-таки сделали остановку. Проезжая музей минералогии, остановились и посетили его. Как это потом выяснилось, это было очень правильным решением. Только посетив его, можно было по-настоящему понять, как много бы мы потеряли, проехав мимо. Мне трудно даже передать на словах, что это за чудо. Если выразиться очень кратко, это одна из великолепных жемчужин, украшающих Кировск и весь его окружающий и неповторимый мир природы. Теперь под колесами нашей Тойоты будет шуршать только серый асфальт. Только уже не доезжая около 50 километров до мыса Корабль, мы снова услышим знакомый шорох грейдера. Проезжаем поселок Умба, последний километр асфальта. Дальше, как и говорили, грейдер. В этот раз решили доехать до географического месторасположения мыса Корабль. Вот это все, что от него осталось за многие десятки лет и более после добычи и поисков аметистов. Возвращаемся к месту стоянки 2013-2014 годах. В наше время именно это место именуется мысом Корабль. Таким шикарным ужином закончился 11-й день грибы, нашего да? путешествия. Чистые. Сегодня у нас будет шикарный стол. Да?
ночью по-французски. Зато... Французский, но в нашем поясе. Да. Часовом. Ага. Утром 12-го дня нашего путешествия нас приятно согревали теплые лучи солнца Терского берега. Там, в Хибинах, мы столько мечтали о такой погоде. И вот только теперь, когда нам пора возвращаться, мы почувствовали на своей коже это нежное и долгожданное тепло. Но сегодня нас уже ждет экипаж Вадима на реке Верхняя Куземка. По всем расчетам мы и так к месту встречи добираемся с опозданием, так что времени на прощание уже не осталось совсем. Так выглядит маршрут до встречи на реке Верхняя Куземка. Это уже последние километры знакомого нам грейдера. Дальше под колесами нашего авто теперь только будет, как бы это ни было грустно и странно звучало, но только серый асфальт. Вот уже и полярный круг позади. Мы подъезжаем к намеченному месту встречи у реки Верхняя Куземка. Экипаж Вадима нас уже давно здесь ждет. Мы долго стремились к этой встрече, и теперь нам есть о чем поговорить. И вот буквально вот такое солнце, день, и там такая волна поднялась. Не, Короче, мы обратно шли, мы туда шли, обратно. Вот я, чтоб не выпасть из лодки, лодку нельзя, ее разворачивал, он сзади стоял, штурвал. И я вцепился вот это на носу. Но я был как бы противовес нас. Если бы мы сзади оба стояли, лодка совсем бы оба уделала. Утро Карелии нас встретило прекрасной погодой. По русскому обычаю присаживаемся на дорогу. Ну ладно, все тогда, трогаемся, да? Встаем. Вадима впереди ждут Хибины, полуостров Средний, Рыбачий и много еще чего интересного. Нам же предстоит длинная дорога домой. Что есть на земле, все стремятся укрыть. Снега в бесконечном посеве. Представьте себе, что возможно любить страну под названием Север. Забудутся песни и споры, но там, где мы шли на подъем, вот эти хибинские горы останутся в сердце моем. Вот эти хибинские горы останутся в сердце моем. Зажги свой огонь у подножья сосны. Здесь горы о мужестве помнят.